Дорогие друзья, всем огромный привет! В Израиле набирает силу летняя жара. И мы сегодня пытаемся сделать более комфортными наши условия, поэтому приехали сюда, на берег Средиземного моря. Хотя комфортными эти условия я бы назвал с большой натяжечкой. Ну да, температура сегодня 30+. Но есть ветер, мы же на побережье. Так куда же мы сегодня приглашаем наших зрителей, Лариса? А приглашаем мы вас сегодня в древний город Кесария, который назывался еще Кесария морская. Ну, чтобы отличать эту Кесарию от других. Да, из нашего недавнего видео, помните, мы рассказывали о природном парке Баниас, Кесария Филиппова. Да, там, где был построен город Кесария Филиппова. Так вот, Кесария морская на морском побережье, Кесария Филиппова совершенно Так в мы, другом месте. получается, совершили путешествие из Кесарии Филипповой в Кесарию Приморскую. Правда, Лариса? Точно, совершенно верно. До археологического парка мы еще не доехали, но приехали сюда намеренно, чтобы показать сохранившуюся часть акведука, по которому в Кесарию поступала вода из отдаленных источников. Ведь в городе были бани, общественные туалеты, водоемы с фонтанами, ну и так далее. Существовал высокий и низкий акведук. Название связано с расположением источников. Потрепали за 2000 это сооружение и ветры, и солнце, и морские волны, но все же не смогли разрушить до конца эту прочную постройку. Ведь блоки песчаника соединены знаменитым римским цементом, замешанным на вулканическом пепле. Акведук был отделан штукатуркой высочайшего качества. В растворе также использовали вулканический пепел. Римские технологии позволяли воде двигаться самотеком с минимальным уклоном. В среднем 16 см уклона на 1 километр. На протяжении истории развития города было построено две линии верхнего акведука. Длина первой линии акведука периода Ирода Великого и римских наместников порядка 10 километров на север в сторону гор Кармеля. Вторая линия строилась во время правления императора Адриана во II веке нашей эры, о чем могут напомнить каменные таблички с надписями того времени. Акведук шел в том же направлении, но был гораздо длиннее. А третья линия, так называемый нижний акведук, от источников, располагающихся ниже уровня города, строилась уже в византийский период в 5-7 веках. Справа от автобуса как раз вы видите его закрытые своды. Город на побережье построил, кто бы вы подумали, иудейский царь Ирод, тот самый великий и ужасный Ирод, чье имя стало нарицателем как олицетворение абсолютного зла. Но ведь это был поистине великий строитель. Ведь это Ирод перестроил второй Иерусалимский храм, ставший архитектурным шедевром того времени, который поражал современников своей красотой и величием. А крепость Масада, помните? Его детище. Иродион, дворец-крепость. Там мы еще не были с вами, но побываем обязательно. Так вот, город будет Кесария, тоже строительный проект Ирода. Посмотрите на этот известняк. Это специфический местный камень под названием куркар. Именно из такого местного камня была построена вся Кесария. Злой гений иудейской нации был рожден идумеем. Но его дед и отец были насильственно обращены в веру иудеев. Это единственный случай в истории, когда царь, уже клонившийся к закату еврейской династии Хасмонеев, Йоханан Гиркан, при захвате Идумеи примерно в 108 году до нашей эры заставляет жителей принять Обрезание. и жить по законам иудейской веры. Великий строитель, гений политической интриги, человек с психическими расстройствами и незаурядными организаторскими и лидерскими качествами, оставивший после себя не только дурную славу, но и множество артефактов его амбициозной строительной деятельности. В 22 году до нашей эры он начал проект Кесария. И становится понятным, что город назван в честь императора Цезаря Августа Октавиана, покровителя Ирода. Ну что ж, поехали в Кесарию!
После завершения широкомасштабных археологических раскопок итальянской экспедиции 1959-64 годов здесь был основан Национальный археологический парк, который с 2000 года включен в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Дорога к парку очень красива. Безоблачное голубое небо, зелень и цветущая индийская сирень, которая в Израиле называют израильской. Вам нравится? Вот мы уже и в археологическом парке Кесария. У центрального входа, их здесь несколько, и направляемся в сторону театра. Ну и хочу обратить ваше внимание, что смотрите, какая удобная площадка. Здесь теневая часть, для того, чтобы гиды и их экскурсанты не жарились на солнце, и гид мог спокойно рассказать вступительную, можно сказать, часть к своему рассказу. Очень удобно. Несколько артефактов, это мраморные скульптуры. Кстати, Ирод не использовал мрамор в своем градостроительстве, поэтому это уже более поздний период. Вообще город активно развивался практически до первого арабского вторжения. Первый объект, который встречается на нашем пути, это Римский театр. Самый древний театр, пожалуй, первый, построенный у нас здесь на Святой Земле. Вообще, конечно, какой город, уважающий себя город без театра? То есть римскому городу Римский театр. Мне всегда очень нравилась вот эта вот стопа. Представляете, какого размера была скульптура, и если такого размера стопа. Слово «театр» произошло от греческого слова «театрон», то есть место, где смотрят. В Кесарийском театре есть на что посмотреть, даже если и нет представления. Не правда ли? Кстати, эта 2000-летняя театральная площадка является театральной площадкой и концертной в том числе по сей день. А сейчас несколько слов из истории возникновения театра. Первый в мире греческий театр появился за 500 лет до строительства этого Кесарийского театра. Греческие театры располагались на открытых пространствах. Первые зрители просто сидели на склонах полукругом, и лишь потом стали появляться сиденья, деревянные и впоследствии каменные, как мы видим здесь в Кесарии. Площадка внизу или иначе оркестра была местом жертвоприношений богу Дионису. В центре стоял жертвенник, а вокруг пели дифирамбы Дионису и плясали. История театра начиналась как художественная самодеятельность для небольшого количества зевак. Первая в мире пьеса была поставлена на Великих Дионисиях весной 534 года до нашей эры. Тогда впервые появился актер-декламатор, вступивший в диалог с хором, и мог изображать героев мифа. Это день рождения, собственно говоря, театра. Потом именно во время Дионисий и проводили театральные представления. Поначалу ставились лишь трагедии, а позже появились и комедии. До сих пор сохранились трагедии Еврипида, Софокла, Эсхила и других первых драматургов. Древний драматург не только писал пьесу, он был полноценным участником представления, выполнял роли режиссера, композитора, балетмейстера и даже актера.
А вы знаете, в те древние времена профессия актера была настолько престижной, что актерам даже позволялось не платить налоги. Почетная профессия. А еще отцом современной фонограммы можно назвать драматурга и актера 3 века до нашей эры Ливия Андроника. Перед выступлением он вдруг потерял голос, и вместо него говорил другой, а он только играл. Поскольку актеры надевали и переодевали постоянно всевозможные маски, то играли они без помощи мимики, но уделяли очень большое внимание движению и одежде. Кстати, знаете буквально, что такое трагедия? Трагедия – это хор козлов, потому что Дионисии сопровождали мужские хоры, а мужчины переодевались в сатиров, надевая на себя козлиные шкуры. А сейчас с верхних ярусов зрительских мест мы спустимся в более почетные нижние зрительские места. Для знати, можно так сказать. Мы пришли к почетным местам зрительского зала. Уже тогда, и это неудивительно, зрительские места делились по социальному принципу. Внизу поближе для знати, жрецов и почетных граждан, а посередине для среднего класса, а на самом верху для бедноты. Мы начали сверху и пришли к местам для почета. Сейчас тоже места поближе могут позволить себе далеко не все. Но древнее правительство, начиная уже с Перикла, это 3 век до Рождества Христова, давали возможность посетить театр, приобщиться к прекрасному даже материально необеспеченным гражданам. Для этого каждому выделялась субсидия поначалу на 1 представление, а впоследствии посетить могли даже 3 представления. Этот театр построили на ровной местности из камня Куркар. И самый древний театр в Израиле он является на самом деле. Хотя и не самый большой. Изначально в нем было 3-3,5 тысячи мест, но впоследствии он перестраивался и добавился 3-й ярус, и появилось 5000 мест. И театр действовал на протяжении 500 лет. И как мы сказали, сейчас это тоже концертная площадка, вполне себе успешная. Вот эта округлая площадка, которая сейчас занята зрительскими сидениями, в древнем греческом театре называлась оркестра. И, собственно говоря, это было место представления. Поначалу по центру стоял жертвенник Дионисию, и вокруг происходило представление. Перед нами скена. Возвращаемся к начальному театру. Это место для переодевания актеров. Там лежали маски, там были всевозможные приспособления, и обувь, одежда и так далее. И это было поначалу простые палатки. Впоследствии, с развитием театра, естественно, скена менялась и превратилась в довольно-таки сложную конструкцию, которая, в общем-то, представляла из себя некий даже дворец. Оттуда выходили актеры, там они также переодевались, там стояли довольно-таки сложные машины для всевозможных звуков. Ну и, соответственно, весь театр был построен так, чтобы слышимость была очень хорошая, и каждый звук актера, каждая его реплика доносилась до каждого зрителя. Последний взгляд на театр. В этом небольшом археологическом парке собраны архитектурные украшения, найденные в Кесарии. Посмотрите, какая красота.
Идем дальше. Следующая остановка во дворце царя Ирода, вернее в том, что от него осталось. Хочу обратить особое внимание на копию известковой плиты с посвятительной надписью, хранящейся сейчас в Музее Израиля в Иерусалиме. В ней говорится, что Понтий Пилат, известный из Нового Завета как прокуратор Иудеи, построил храм-святилище в честь римского императора Тиберия. Этот уникальный артефакт был найден археологами в 1961 году на руинах театра Кесария. Позади меня, в пучине морской, руины дворца Ирода. Они, как и руины театра, городских укреплений и верхнего акведука, были обнаружены итальянской археологической экспедицией под руководством Антонио Фрова, проводившего здесь раскопки в 1959-1964 годах. Дворец стоял на морском рифе и состоял из нижнего западного яруса, прямо на берегу моря, и северного, находящегося чуть выше. Археологи при раскопках обнаружили в Нижнем дворце часть сохранившихся мозаик с геометрическими узорами и остатками бассейна. Нижняя часть дворца была разрушена прибоями, а лучше сохранилась северная часть с примыкающими к ней комнатами, остатками разных помещений и так далее. Также в этом дворце известно, что жил знаменитый Понтий Пилат. После смерти царя Ирода этот дворец занимали римские прокураторы. Это была их официальная резиденция. Знаменитый апостол Павел провел в Кесарии целых 2 года, с 58 по 60-е годы. Он был осужден иудеями в Иерусалиме за то, что приводил во второй Иерусалимский храм, храм Соломона, язычников. Иудеи повели его на суд в Синедрион. Однако они не могли казнить Павла из-за его римского гражданства. Тогда Павла отправили в Кесарию на суд прокуратору Феликсу, который оставил его в узах. А новый прокуратор Иудеи, Порций Фест, совместно с иудейским царем Агриппой II решил переправить апостола Павла в Рим на суд к самому императору. Таким образом, апостол Павел совершил целое путешествие из Иерусалима в Кесарию и из Кесарии в Рим. А вот это огромная площадь, не что иное, как стадион или ипподром. В 12 году до нашей эры, когда праздновались торжества открытия города Кесарии, проводились спортивные состязания именно здесь. И существует легенда, что здесь впервые в мире Ирод Великий вознаградил не только победителя, а дал и 2-е, и 3-е призовые места. Таким образом, здесь сформировалось понятие 2-го и 3-го места в спортивных соревнованиях. И это было впервые в истории человечества. Позднее ипподром перестроили в амфитеатр, где проводились гладиаторские бои, травля зверей, но и другие зрелища. Арену окружают трибуны с каменными сиденьями для зрителей, как вы видите, вокруг меня. А я вам расскажу об одном историческом событии, которое связано с Иерусалимом, Кесарией, Понтием Пилатом и иудеями, и также этим ипподромом. В иудейских древностях Иосифа Флавия рассказывается следующее. Понтий Пилат, живший в Кесарии, войдя в Иерусалим, внес в город знамена с изображениями императора, чтобы надругаться над иудейскими обычаями. До Пилата никто не осмеливался так поступать. Толпа из Иерусалима пришла в Кесарию и умоляла Пилата убрать изображение. Иудеи в течение нескольких дней досаждали своими воплями Пилату. И тот приказал солдатам спрятаться здесь, в районе ипподрома.
Когда солдаты вновь окружили собравшуюся толпу иудеев, то Пилат сказал, что прикажет солдатам перерубить всех, кто здесь шумит. Но иудеи бросились на землю и обнажили свои головы, предпочитая смерть нарушению закона. Тогда изумленный Пилат приказал убрать изображение и вернуть их в Кейсарию. Я хочу добавить, что здесь, в Кейсарии, в 66 году произошли иудейские волнения, что привело впоследствии к восстанию против римской власти. А чуть позже, в 135 году нашей эры, при восстании Бар-Кохбы, здесь был в амфитеатре Кесарии казнен известный мыслитель и богослов Раби Акива. Византийский период, период расцвета христианства в Святой Земле, здесь проживали такие известные люди, как Евсевий Памфил, епископ Кесарийский, а также мыслитель и философ Ориген. Еще до официального принятия христианства в Римской империи Кесария являлась значимым центром христианской культуры. Здесь находилась епископская кафедра будущей поместной Иерусалимской церкви. С приходом христианства в Римскую империю значение Кесарии усилилось. В ходе борьбы с язычеством разрушили храм Августа, и появился христианский храм. Были в окрестностях и монастыри. Ну что ж, вот мы и добрались до территории римских бань, которые были построены уже в византийские времена, и небольшой рассказ ждет впереди. Ой, наконец-то мы в тени. Здесь можно спрятаться от беспощадного ближневосточного солнца. И о римских банях Кесарии стоит упомянуть отдельно. Эти общественные бани отличались особой красотой, великолепием и, конечно же, отделкой. Построены они были уже в более поздние византийские времена. Это не просто бани, это термы. То есть здесь не только мылись, но и занимались спортом. Не будем утомлять сложными греческими и римскими терминами, типа аподеториум, палестра, кальдариум, типидариум и так далее. Их тем более переводами. Попросту здесь была раздевалка, где встречал всех гардеробщик. И если у людей были ценные вещи, то, пожалуйста, к вашим услугам есть гардеробщик. Были в термах и комнаты для умощения ароматическими маслами, и залы для физических упражнений. А потом, после занятия спортом, посетители могли разогреться в теплых помещениях под названием типидарии. Были и банщики, специальными скребками, очищавшие кожу от грязи. Интересен исторический момент, произошедший в термах при императоре Веспасиане. Император зашел в баню и увидел, как солдат-легионер терся спиной об угол. «Что ты делаешь?» – спрашивает Веспасиан. «Нет у меня денег на банщика». «Как нет денег у солдата?» – воскликнул Веспасиан и тут же выдал сумму от своих щедрот. На следующий день в термах уже терлись об углы многие желающие легкого заработка, но Веспасиана не проведешь. Но еще в банях были бассейны с водой разной температуры и парные. В общем, 1000 удовольствий, если учесть, что в банях были еще и музыканты, и певцы. Вот я тут гуляю в великолепной отделке римской общественной бани с прекрасным полом, великолепные колонны. Ну и раз мы уже вспомнили императора Веспасиана, то вспомним и фразу «деньги не пахнут». Своим появлением эта фраза обязана как раз-таки случаю с императором Веспасианом. Выводя страну из кризиса, он, помимо других прочих мер, ввел также налог на общественные туалеты и на продажу мочи, чем был очень недоволен его сын Тит. К туалетам в древности было отношение, скажем таки, прямо противоположное, чем сейчас. Никакого тебе уединения, как раз-таки наоборот. Справляя нужду, обсуждались политические, культурные события, ну и всякие городские сплетни. В общем, эдакий клуб по интересам. Так вот, сын императора Тит упрекал отца за этот налог. Получив доход от налога, отец принес сыну монету и спросил, чем пахнет. Пахнет она? Нет.
А ведь это деньги с моего налога на АЧУ. Многие спросят, а кто покупал ее и зачем? Я отвечу. С помощью свойств урины производили отбеливающие вещества для тканей, а также дубили кожу. Пройдемся по территории терм. Время сохранило и некоторые части строений, и мозаики, свидетельства былого великолепия, и часть технических устройств, как, например, гиппокауст, систему двойного пола с подогревом. Дорогие друзья и зрители нашего канала, хочу обратить ваше внимание, что вся музыка, которую вы слышите на канале, наша авторская. И наш с Ларисой творческий дуэт мы назвали «Запад и Восток». Также я, как гид с лицензией от Министерства по туризму Израиля, приглашаю вас на свои частные экскурсии по всему Израилю. Телефон для связи есть в описании ролика. На берегу моря готовятся к еврейской свадебной церемонии. На этих кадрах вы видите, как украшает свадебный балдахин для жениха и невесты. По ортодоксальным правилам балдахин должен стоять под открытым небом, а здесь еще и на берегу моря. Этот балдахин называется хупа. Хупа символизирует будущий дом новой семьи. Балдахин открыт со всех сторон, как шатер Авраама, открытый со всех сторон знак гостеприимства. На закате соберутся многочисленные гости, и под шум прибоя начнется романтичная свадебная церемония. Она, кстати, тоже называется хупа. В этом городе, как и, впрочем, и во многих других уголках земли обетованной, отметились крестоносцы, дав городу новый импульс жизни после упадка в период правления мусульман. Стены впечатляют. Это король Франции Людовик IX Святой в 1251 году вновь укрепил город. Почему вновь? Потому что город был захвачен мусульманскими войсками Салах-ад-Дина в 1187 году. Но после Третьего крестового похода через 4 года крестоносцы вернулись вновь. И если бы не султан Бейбарс со своей политикой неумолимого разрушения, чтобы крестоносцы не смогли вернуться вновь, то мы могли бы увидеть гораздо больше. Город окончательно разрушили его воины в 1265 году, оставив в забвении на века. Вернемся к мосту через ров крестоносцев у берега моря. Сегодня он тоже украшен к свадебной церемонии. Идем прямо, посмотрим направо, а пойдем налево. Не в переносном смысле этой фразы, конечно же, а в сторону древнего порта. Ироду Великому для осуществления своих политических торговых замыслов был нужен новый укрепленный мощный порт между древними городами Яффа и Дором. Об этом упоминает древний историк Иосиф Флавий. Строительство масштабного царского порта на берегу, где изначально отсутствует естественная бухта, то есть в открытом море, способном в считанные часы измениться от спокойного к бурному, это совершенно отнюдь непростое дело. Оно требует очень серьезной подготовки,
планирования всех составляющих инженерного проекта. Представьте, сколько здесь было задействовано обученных строителей, лодок, всевозможных приспособлений для рытья моря. Сколько кораблей доставляли материалы со всех краев Средиземноморья. И сколько еще всего было необходимо для осуществления этого грандиозного и уникального проекта. При строительстве порта был использован римский бетон, когда заранее приготовленные на берегу формы засыпали камень, известь и пуцалан, пылевидный продукт, смесь вулканического пепла, пемзы и туфа. Когда пуцалан соприкасался с водой, он застывал, и таким образом вся смесь превращалась в один большой бетонный блок. Благодаря Ироду порт Кесарии, изначально не имевших никаких природных гаваней, получил одну из самых мощных и укрепленных гаваней в регионе. Но несмотря на самые передовые на тот момент технологии строительства, уже через 100 лет порт Ирода перестал функционировать. Исследователи нашли немало причин. Это и землетрясения, и цунами, и страшные морские бури. Но главная причина, как сказали бы мы современным языком, в отсутствии финансирования на поддержание порта в рабочем состоянии. Похоже, грандиозный проект Ирода, который был так важен ему самому, мало интересовал последующие власти. Перефразируя пословицу, кто не работает, тот не ест. Хорошо поработав, мы решили хорошо и поесть. И зашли первый раз в ресторан «Елена». Посмотрим. Ресторан понравился с первого взгляда. Вид на море из окон, орхидеи, антуриумы, люстра. Наш выбор – сезонный обед на двоих от шефа Амоса Сиана, где подобраны несколько вариантов блюд из общего меню в небольших количествах на пробу. Снимать не хотелось, хотелось есть, поэтому кратко. Огласим весь список. Фукачча с оливковым маслом и гранатовым соусом. Очень классная. Салат с зеленью, виноградом, орехами кешью и кремом из батата. Ну, на внешний вид мне это карпаччо и салат очень нравится. Я думаю, это будет и вкусно. Салатик. Удивительный на вкус. Я такого, кстати, никогда не пробовала. Рыбная карпаччо с кремом из свеклы и арака с листьями морской хризантемы и шариком лимонного сорбе с оливковым маслом. Очень оригинальный вкус. Мне нравится. Кальмары с лимоном, чесноком и листьями исопа в лабаны с имбирем. Морские гребешки в сливочном масле с петрушкой, красным грейпфрутом и миндальными орехами. Основное блюдо – филе морского окуня, потрясающей прожарки с тимьяном, миндальными орехами, домашними ниоками в сливочном соусе с грибами шиитаке. Десерт – молочный пудинг в сиропе с миндальными орехами, шариками сорбе из дыни. Напитки за дополнительную плату. Да, еще не ушли, но таки хочется уже вернуться. Хотим поблагодарить за внимание, передать всем огромный привет из порта Кесария. Дорогие друзья, на этом наш сюжет подошел к концу. Подписывайтесь на наш канал, потому что статистика показывает, что многие смотрят без подписки. Мы приглашаем подписаться, давайте будем друзьями вместе. И становитесь нашими постоянными зрителями. Также благодарим наших спонсоров, что поддерживают наш канал. Спасибо вам огромное. Всем доброго здоровья, счастья и благополучия вашим семьям. Огромный привет из Святой Земли и до следующих встреч.